Никак не мог заснять наш садик в ночлежке. Постоянно спешу и некогда сюда зайти. Вот такой вот небольшой садик. Вот она сама ночлежка. И вот такой вот бразильский Иисус простирает свои руки. Я вчера делал зарядку в комнате за ним. Смотрю, что это за задница в окне. А это Господь ко мне стал спиной. Вот вездесущие чайки сидят посреди дороги себе. Сегодня я чуть пораньше выдвинулся. Ой, попозже, вернее. Уже светает помаленьку. Скоро 8. Пойду еще раз посмотрю на моле. Темпл бар заскочу, когда там нет ненавистных туристов. Ну а дальше посмотрю, что там в карте у меня. Джемисон Дистиллери, по-моему, музей Гиннеса. Посмотрите на эту наглую чайку. Тупо залезла на машину и царапает покрытие. Еще и вдвоем с подругой. Ни стыда, ни совести. Ну это прям вообще отбитая. Ладно, тусуйтесь, чайки. Вот так выглядит Дублин в 8 утра в субботу. Мокрые улицы, двухэтажные автобусы и люди. Немного, но они есть. А что это за дядя? Дублин портал так называемый. Транслирует сюда какую-то камеру. Здесь меняется изображение. Вчера были другие. Вот она, игла дублинская. Я ее вчера снимал, но вчера было темней. Сегодня чуть получше со светом. В светлое время я сюда не попадаю, поэтому только так. Ну и наглые чайки. Без них никуда. Еще немножко утренних дублинских пассажей. Подхожу к Пол Пенни. С утра у него не тот шарм, как вечером, когда подсветочка. Он и сейчас подсвечен, но выглядит немножко не так. Интересно, что там в Темпл баре. Там, наверное, люди до сих пор еще пьют. Эх, пока я бродил, красивые места смотрел, уже начало 9-го. Вездесущие туристы снова не дают моле покоя. Когда же мы с ней останемся наедине? Ну что, малышка Молли, вот мы и остались одни. Никого нету. Только ты и я. Все разбежались. Иду к Темпл бару такими вот закоулками. Небольшая торговая улица. Все тихо и спокойно. Эх,
С ума сойти. Даже утром полно вон каких-то туристических лепреконов. Урвал я себе 10 секунд одиночества. Сделал маленькую фотосессию. Вернее, видеозапись, с которой попробую нарезать более-менее фотографии. Нашел такое укромное местечко. Хотел тут оставить пометку, так как с туалетами в Дублине проблема общественными в центре, именно в районе Темпл-бара. Но здесь людно. Ну что, ребята, я все-таки это сделал. Оставил свою пометку. Нашел укромное местечко, какой-то пустырь небольшой. Как говорится, можете написать все, что обо мне думаете. Тоже интересное местечко. Чем-то оно мне приглянулось. Вообще мне нравится вот центральная какая-нибудь улица. Вот за этим домом идет вдоль реки Лифи. Улица. Не знаю, как называется, но в общем чуть-чуть от нее заходишь на параллельную. Прикольно. Последний мужчина в Ирландии или человек со стаканом Гиннесса и сигареткой тонет. Вот, да, о чем я. Ага. И отходишь, значит, от нее на параллельную. Тут совсем другая тихая жизнь. Вот, мне нравятся такие места. Вот еще одна интересная локация попалась. Wood Oak амфитеатр называется. И коровка разлеглась. А над коровкой вот такая красота. Это, кстати, собор Христа. Я сюда чуть попозже сегодня собираюсь наведаться. В общем, такая заметочка для вас, ребята. Как стать настоящим дублинцем. Когда вы не очкуете переходить на красный светофор, тогда, значит, вы уже почти дублинец. Потому как я смотрю, что люди здесь просто смотрят. Если нет машин, красный, неважно какой цвет, они пошли. Вот и все. Я уже на второй день пребывания. Но, правда, с утра трафик маленький. Я также точно начал делать. Ну что, друзья, любители ирландского виски, я на месте. Старый музей, вернее так, старая дистиллерия, а ныне музей Джеймисон. Уже как 49 лет здесь музей. В 1975 году перенесли саму дистиллерию в Корк, по-моему, куда-то туда. А здесь оставили музей. А началось это все в 1780 году. И, да-да, не удивляйтесь, ирландский виски Джеймисон основал шотландец. Единственное, он решил от своих собратьев отличиться и придумал тройную дистилляцию вместо двойной. Ну, либо же не придумал, а стал использовать
тут вам точно не скажу. Вот. Шотландские в основном все идут с двойной дистилляцией виски. Я, честно говоря, не очень жалую Джеймисон. Я больше по шотландским любитель был, когда употреблял алкоголь. Ну, а вам самим решать, что вам больше нравится. Здесь тоже вот любители виски отдыхают. Вход через 20 метров. Естественно, наверное, еще здесь закрыто. А нет, вон вышел парень.